привет, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». Новый год приближается, а мы с вами продолжаем творить прекрасных сказочных героев, которые можно поставить под елочку. И если у вас вдруг проснулся скульптор, и срочно вы желаете творить, то лепить скульптуру можно из любого материала, даже из простой алюминиевой фольги. Скажем, если вы возьмете алюминиевую фольгу, скатаете из нее какую-то фигуру и обваляете в белой мишуре, то у вас может получиться вот такое прекрасное создание. А сегодня мы будем делать с вами снеговичка из синельной проволоки, из белой мишуры, из фольги и немного фоамирана. Вот такой прекрасный снеговичок мы сегодня сделаем. Если вам понравилось мое видео, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Буду рада новым друзьям. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии. И давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня мы с вами делаем очаровательного снеговичка на лыжах. Что нам для этого потребуется? Основной материал, с которого будем лепить снеговичка, это обычная алюминиевая фольга. Далее нам понадобится синельная проволока двух цветов, серебряного и какого-то яркого другого цвета. Вот такая мишура белого цвета. Для лыж немного глиттерного фоамирана и деревянные шпажки. Для личика можно взять либо глазки готовые, объемные пластиковые глазки, либо нарисовать акриловой черной краской. У меня вот черный контур. Я скатала такую морковку из тонкого фоамирана оранжевого цвета. Далее подставочка нам нужна, куда мы подклеим нашего снеговичка. Естественно, ножницы, линейка, горячий клеевой пистолет, зажигалка и вот такая небольшая окружность. Покажу для чего попозже. Далее нам нужна еще вот такая форма, чтобы делать полукруглые заготовки. Итак, вначале займемся построением, собственно, нашего снеговичка. Для этого нам нужно предварительно взять белую мишуру и ножницы и вот нарезать в такую мелкую-мелкую крошку. У кого сколько терпения, но чем мельче это будет, тем лучше. Это мы делаем для того, чтобы придать снежную фактуру нашему снеговику. Очень приятный медитативный процесс, между прочим. Ну вот, надеюсь, мне хватит. Итак, мой снеговичок будет состоять из двух кругов, из тельца и из головы. Можно сделать его из 3 шариков, это как вам больше нравится. Берем фольгу. И сминаем ее в плотный ровный шар. Габариты снеговичка могут быть абсолютно разные. Если вам не жалко много фольги, можно сделать его побольше. Но, соответственно, тогда мишуры нарезать нужно тоже побольше. Тут мы выступаем с вами в роли скульпторов. Если маленький шарик, соответственно, добавляем фольгу, обминаем ее об твердую поверхность, чтобы придать ей закругленные ровные контуры. Итак, вот такая вот головушка у меня получилась. Сейчас будем покрывать ее снегом. Для этого нам понадобится горячий клеевой пистолет. Я его уже разогрела. И мы методично наносим по частям горячий клей и обваливаем, как конфетку-рафаэлку, в нашей такой снежной крошке. Ну вот, головушка моя готова.
Она вся такая стала заснеженная. Лишние торчащие части мишуры можно подрезать, немножко подстричь его. Если у вас не хватило терпения, как у меня, нарезать мелкую стружку нашу мишуру. Я оклеила всю голову, за исключением места стыка с тельцем. Тельце я подготовила заранее, дабы сэкономить время мастер-класса. Вот такое у меня тельце продолговатое и голова. Так, это мы пока оставим в ожидании и займемся другими частями нашего персонажа, снеговичка. Значит, у меня снеговичок будет не с ведром, не с шапкой, а у него будут на голове вот такие вот наушники зимние. И будем мы их делать из синельной проволоки блестящей. Вот я взяла красную. Как я сделала один наушник? Я уже сделала. Значит, для формы наушника, так вот она выглядит, нужно отыскать дома какую-либо закругленную вот такую вот полусферу. Можно взять яйцо от киндер-сюрприза, крышечку от чего-либо и подготовить очень легко. Таких заготовочек я делаю не 2 штуки, а 4, потому что такие же заготовки нам потребуются для ножки нашего снеговичка. Так что я вот одну ножку уже сделала, вот это у меня будет заготовка для второй ножки и 2 наушника. Далее я взяла синельную проволоку красного цвета и сворачиваю ее в улитку. Вот такой кружок. На горячий клей помещаем в серединку нашего наушника. Ну вот, наушники у нас готовы. Теперь из 2 проволочек красного цвета я сделала дугу для наушников. Примерим нашему снеговичку. Отрегулируем длину нужную при помощи кусачек. Уберу лишнюю длину. И подклею снеговику. И приклеим наушники. Подправляем где-то, если выглядывает фольга, можно подклеить еще немного проволоки. Так, головушка с наушниками готова. Осталось ее посадить на клей.
займемся сейчас изготовлением ножки вот такой в лыжи. Одну лыжу я сделала. Итак, для изготовления лыж нам понадобится глиттерный фоамиран шириной 2 мм. Нам нужно вырезать полоску примерно 2 см на 10 см. И вторую полоску, неважно здесь длина, смотря какая у вас будет лапка у снеговика, ну, ширина моей полоски 7 мм где-то. С одной стороны мы делаем, можно так сложить пополам и заострить, сделать форму лыжи. Заострить к серединке. Примерно такая лыжа у нас получается. И теперь мы должны ей придать загнутую форму. Ну, вот у меня кисточка толстенькая. Вот таким образом лыжина наша обнимает кисточку округлую. И так, при помощи зажигалки сплавляем фоамиран и фиксируем его в таком положении. А теперь сделаем вторую лапку. Как я уже сказала, при помощи формы делаем из фольги вторую ножку для нашего снеговика. Далее при помощи все той же фольги мы делаем вторую часть ножки. Лепим просто такую вот лапку. Ступню, так скажем. Лапку мы тоже должны обсыпать снежком. Лапка готова, вторая. Осталось приклеить к лыже. Теперь берем нашу полосочку и приклеиваем к лыжине. Итак, теперь нам потребуется некая подставка. Я взяла просто плотный картон. И мы составляем нашего снеговичка. Приклеиваем ножки к картону. Мы займемся ручками нашего снеговичка. Для этого я взяла 2 проволочки серебряного цвета, скрутила из них ручку. При помощи какого-то острого предмета делаем отверстие для ручки. Помещаем туда нашу ручку и фиксируем каплей клея. Отрезаем ненужное. Сделала их немножко длиннее, потому что
закручу их на палочки, чтобы он лыжные палочки держал в руках. Лишнее опять же обрезаем. И, не жалея клея, крепим тельце нашего снеговичка на ножке. Займемся мордочкой. Морковку, как я уже сказала, я приготовила из оранжевого фоамирана. И акриловым контуром нарисуем глазки и ротик. Можно нарисовать еще пуговки черные. Осталось приклеить головешку, и наш снеговик готов. Ну вот, друзья, наш снеговик готов. При желании можно ему еще повязать красный шарфик. И вот он у нас в таких наушниках, на лыжах. Возможно, наушники у него для тепла. Возможно, он меломан и в горах катается на горных лыжах и слушает музыку. С наступающим всех Новым годом! Занимайтесь, пожалуйста, творчеством, привлекайте к творчеству детей. Сделайте такого классного снеговика, и такую поделку можно отнести в садик, а можно поставить под новогоднюю елочку. Всем удачного творчества! Пока-пока!